Всем привет! Вы на канале World of Armor, мастерская Armory Smith. Меня зовут Вячеслав Перепелица, и в этом видео вы увидите, как делаются латные набедренники Санлиар. Санлиар — это придуманное название. Вроде бы звучит достаточно эпично, в меру пафосно и немного по-французски. Прямого источника на такие ноги нету, а оригинальный дизайн принадлежит украинскому доспешнику Алексею Москаленко из города Ровно. А пока вы смотрите, как делается доспех с использованием современных инструментов, давайте немного перенесемся в Средневековье. Западная Европа, 14 век. Победа на поле боя зависит от мастерства полководца, личных навыков воинов и от качества их доспеха. Средневековые оружейники ведут активный поиск оптимального защитного снаряжения, в том числе и для нижних конечностей рыцаря, то есть для ног. Эпоха господства кольчуги, когда качество доспеха определялось лишь тщательностью плетения и склепки колец, окончательно канула в лету, и весь 14 век рыцарь постепенно одевается в пластинчатую защиту, в первую очередь благодаря внедрению разбойничьей куртки – бригантины. Слово «бригант» означало «разбойник». Доспехи для ног тоже проходят эволюцию. Исходником для нее было наследство 13 века – кольчужный чулок в сочетании со стеганой подкладкой. Уже в 1310-х годах, вероятно, появились закрытые поножи с использованием пластин. Известный оружеевед Эдвард Окшот в своей книге «Рыцарь и его доспехи» приводит пример такой части защитного вооружения для 1325 года. Оружейники 14 века экспериментируют с сочетанием стеганых набедренников, цельнокованных наколенников и наголенников, используя как новинки, так и привычную кольчугу. Для защиты бедра часто использовали как раз бригантинный способ. Так в германских землях известно изображение такого набедренника вместе с маркерным граненым наколенником. О гофрированном немецком доспехе вы можете послушать в видео про средневековые рукавицы из замка Цесис. Ссылка в подсказках. Это техническое направление максимально проявилось в вариантах поножа, где набедренник спускался даже на коленный сустав. А что? Ведь двойное перекрытие уязвимого места казалось наилучшим выходом. Такой вариант показан, например, на барельефе Бамбергского собора. И вот его реконструкция. Однако долгое время использовались и поножи вообще без металла на бедре, ведь тут можно было надеяться на кольчужный подол. Это был и выход для небогатых воинов, которые не могли позволить себе дорогостоящие новинки. Например, как показано на изображении воина, охраняющего гроб Господень. Ближе к середине 14 века бригантинные набедренники пользуются довольно большим спросом. На фламандской миниатюре из романа об Александре примерно 1340-х годов в подобной защите показаны знатные сеньоры. Также было возможно и сочетание бригантного набедренника с наголенниками, так называемого шинного типа, что можно увидеть на надгробии Майлса Степлтона, датируемое примерно 1360 годом. Чем ближе к 15 веку, тем больше понож анатомизируется, то есть становится более похожим на ногу, повторяя контуры мышц, а иногда и гипертрофируя формы для большей красоты. Наголенник, набедренник и наколенник, благодаря прежде всего итальянским оружейникам, тщательно подгоняются по форме тела. Но не следует думать, что бригантная защита бедра полностью исчезает. Оружейник мог комбинировать ее даже с очень поздним, совершенным и специализированным доспехом, чего стоит только использование бригантных тассет в турнирном доспехе до конца 15 века.
Такой вариант латных ног безусловно красив, но бригантная часть будет быстро рваться в спортивных боях. А лишние заклепки на бедре дают дополнительный вес. Хоть и незначительный, но в профессиональных доспехах для спорта я стараюсь убирать даже лишние 100-200 грамм. Именно поэтому такие ноги больше подойдут для реконструкции или фэнтези доспеха со стилизацией под средневековую Европу. Спасибо за ваши просмотры, комментарии и подписки. До встречи в следующем видео. Всем пока!